Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня мы будем смотреть короткий расклад в 3 вариантах на тему «Почему он пропал?» или «Почему она пропала?» Пока у меня за окном начинается гроза. Выбирайте один вариант. Первый, второй, третий. Работать будем на Таро метапосланий и еще дополнительно на Таро Тота. Посмотрим, что же случилось с вашим мужчиной, с которым вы познакомились, и он вдруг пропал. Расклад подходит для тех людей, кто познакомился с мужчиной, встретился один раз, два или три, а потом вдруг нечто случилось, и человек, которого вы хотели бы увидеть еще, пропал и больше не выходит с вами на контакт. Вот посмотрим, что же происходит вообще, есть ли какой-то смысл ждать этого человека, или никакого смысла ждать его больше нет. Так, ну что, вот у нас лежат карты. Первый, второй, третий. Клацайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше. И давайте начинать. Все, кто выбрал вот этот красивый аметист, всем привет. Смотрим вашу историю, что там у вас за мужчина. Интересный мужчина, такой достаточно деятельный, очень импозантный какой-то, постоянно занят какими-то вопросами. У человека не очень хорошее сейчас состояние, и эмоциональное, и финансовое, и жизненное, какие-то есть сложности, проблемы, которые хотелось бы решить. И я бы сказала, какие-то грядущие проблемы с административными органами, возможно, касающиеся состояния здоровья. Первое, что идет на ум. Не знаю, что это значит. Административные органы и состояние здоровья. Какая-то, в общем, такая сложность. Так, мужчина ваш готовится, видите, к отъезду. Готовится к отъезду, нуждается в какой-то помощи. Какие-то сложные ему предстоят события жизненные. Так, почему пропал этот человек? Что случилось? Что случилось? Почему пропал ваш мужчина? Ну, потому что, судя по всему, уехал куда-то. У меня складывается такое ощущение. И уехал не то чтобы внезапно, это вполне себе была запланированная поездка какая-то, такая достаточно важная. И какая-то вот, ну, как новая, необычная. Может быть, это рабочая, кстати, какая-то история, командировка такая. И командировка, ну, возможно, с неопределенным сроком возврата. Какое-то здесь длительное должно пройти время, прежде чем этот человек вернется обратно. Вот. Какое у него осталось впечатление от встречи с вами? Хорошие впечатления. Вы понравились. Ну вот понравились, дальше, типа, я не готов, я не готов. Сейчас я не готов. Понравились, но я сейчас не готов. То он оценил со всех сторон ваши личностные качества, вашу внешнюю красоту, но человек не готов дальше пока никуда идти. Потому что, опять же, есть какие-то дела, которые нужно сделать, как-то вот завершить, что-то сделать. Здесь этот висящий кубок в воздухе все-таки дает какое-то основание, маленькую такую призрачную надежду на то, что человек вернется, когда решит свои жизненные проблемы. Ну, вот видите, у нас здесь в лодке мужчина, женщина, еще один человек сидит. Здесь такое чувство, что это пока предварительный вывод, но вот в первом варианте у меня складывается ощущение, что ждать возвращения этого человека, возобновления контакта и снова встречи, наверное, пока не стоит. Не стоит, там какая-то сложность есть, скорее всего, есть другая женщина. Вот. Состоится ли у вас еще встреча с этим мужчиной? Какой-то контакт с этим человеком, что-то такое. Встреча, не знаю, не уверена насчет встречи. Относительно контакта тоже не уверена. Я так думаю, что человек сам на связь выходить не будет. Если у вас есть какие-то общие знакомые или вы знаете его профайлы в соцсетях, то, может быть, только таким образом вы сможете узнать какую-то информацию об этом человеке. Напрямую, я так думаю, что этот мужчина на контакт выходить не будет, равно как и встречи, скорее всего, не будет тоже. Потому что к тому моменту, когда этот человек, может быть, и созреет снова на встречу с вами,
у вас, очевидно, будут какие-то уже другие планы, потому что здесь у меня такое чувство, что очевидно, ну для меня очевидно, что в первом варианте у мужчины есть кто-то еще. То есть вы не одна женщина, с которой он встречался, с которой он общался, которую он держит, ну вот, на дистанции. Вот встретился один раз и как отрезал. Вы не одна такая женщина, таких женщин очень много. И все через это проходят. Что вам сделать в этой ситуации сейчас? Ну, не загоняться с одной стороны, да, то есть не додумывать какие-то причины исчезновения этого человека. Я бы сказала, вообще просто жить своей жизнью и побороть как-то свои страхи, свой гнев, свою злость. И в том числе побороть свое вот это вот ожидание, потому что оно вас как будто в тюрьму ментальную берет, и вы там бегаете и не можете выйти. Просто расслабьтесь, говорит солнце. Просто расслабьтесь, потому что то, что этот человек исчез, для вас, в принципе, ничего не значит абсолютно. Здесь какой-то другой будет мужчина и другой контакт. Вот, на дне колоды у меня 10 кубков. То есть, если вы еще не в браке и вы хотите создать семью, то эта семья в первом варианте будет. Вот такая история. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Возвращайтесь к нам снова, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2, белый камень, давайте смотреть вашу историю. Интересный мужчина у вас, достойный, очень добрый, очень щедрый, очень интересный, взрослый, ответственный. С таким человеком тепло, приятно общаться, потому что он ценит свою жизнь, он ценит других людей, уважает других людей. Ну и старается все делать так, чтобы никому не причинять никакой душевной боли. Так. Вот это мы еще хотим убрать тоже. Оно у нас здесь лежит. Давайте смотреть, по какой причине мужчина исчез, пропал, не звонит и не пишет, что произошло. Ох, сразу у нас оракульная карточка вышла. Так, почему не звонит, не пишет? У меня такое, видите, оракул, да? У человека какие-то появились интересы новые в жизни. Я так думаю, что здесь какая-то ситуация рабочая возникла, жизненная, которая очень так вот вдохновила этого мужчину, придала ему сил и желание двигаться в решении этих проблем. Как это может быть вообще связано с вами? Такая какая-то дурацкая история. Не знаю прямо-таки, как это может быть связано с вами. Ну, как это может быть связано с вами, девы? У меня тут не очень приятное ощущение, честно говоря. Что помимо каких-то интересных проблем и задач, здесь у человека появилось какое-то новое знакомство, которое его заинтересовало больше, к сожалению, чем вы. Вот. Здесь что-то, здесь какая-то другая появилась пассия, какая-то другая женщина, которая прям вот очень сильно как-то мужчину заинтересовала. Но видите, в чем здесь интересный момент? Человек-то у нас хороший, но почему-то мне кажется, что этот мужчина не готов к серьезным отношениям. Знакомство-то у него появилось какое-то другое. Но и в этом случае, с этим знакомством, и в случае с вами, здесь человек не заинтересован вообще в сближении, в каких-то отношениях серьезных. Здесь такое ощущение, что вот эмоции нужны, мне приятно общаться, там приятно флиртовать, но вот как только я начинаю чувствовать, что это может к чему-то привести с точки зрения желания женщины, то мужчина отдаляется и приходит к своей обычной жизни, которая ему, опять же, не нравится. Я так думаю, что мужчина здесь, во втором варианте, тоже находится в постоянных отношениях, равно как и в первом. Здесь есть какая-то женщина, с которой человек давно вместе, ему не нравится находиться вместе, но выйти из этого брака или из этих отношений человек не может, потому что он черпает там для себя очень много
пользы. Пользы в привычной жизни, опять же, и пользы в каких-то имущественных вопросах. Этот человек мечтает о том, да, что когда-нибудь я уйду, когда-нибудь вот звезды встанут так, как нужно, я уйду и буду какую-то строить новую жизнь. Но уйдет ли этот человек, я не знаю, честно говоря. Здесь должна прям какая-то более значимая женщина появиться, с большей властью, с большими деньгами, с какой-то более, может быть, еще даже вот презентабельной внешностью, чем его текущая жена или женщина, с которой этот человек встречается. Здесь, видимо, мужчина очень любит статус. Здесь речь в статусе, в возможности как-то вот за счет этого статуса становиться значительнее, значимее. Что вам делать в этой ситуации вообще сейчас? Принц Пентаклей говорит, вообще перестаньте даже думать и культивировать в своей голове какие-то мысли и идеи о возможном вашем контакте. Вот. То есть с этим человеком никаких контактов не будет. Здесь нужно пересмотреть вообще, что именно вы делали во время знакомства с этим человеком. Может быть, вообще не стоило с ним встречаться. Может быть, вообще не стоило даже с ним общаться. Потому что эта связка говорит, что не делайте так, как вот вы делали всегда сами. И в этом случае не делайте того, что вы делали сами. И в этом знакомстве тоже делайте что-то только тогда, когда вам предлагают сделать. Когда вам дают какое-то предложение, вы это предложение принимаете. А вот до того момента, пока вам ничего не дали, ничего делать не надо. То есть не проявляйте инициативы, не вкладывайте много себя, ни сил своих, ни внимания, ни труда, ни заботы. То есть будьте как-то проще, легче, не вовлекайтесь. Пусть сначала мужчина вовлекается, да, проявляет свою инициативность. Вот. Состоится ли у вас еще встреча или контакт с этим человеком, которого вы загадали? Я так думаю, что может состояться какая-то встреча, но такая совершенно, знаете, какая-то вот ни о чем вообще, в принципе. То есть встретились, посидели, поговорили, там как-то поукавили, и каждый пошел дальше своей дорогой, потому что, посмотрите первый вариант, здесь те же самые позиции практически, что и в первом варианте. У меня такое чувство, что этот мужчина встречается не с одной женщиной. Каждую из женщин он в той или иной мере вводит в заблуждение, потому что он тоже хочет, в принципе, отношений каких-то и теплоты. Но и он обманывает женщину, что он не может. И женщина, в свою очередь, как-то вот поддается на его обман, да, как в том стихотворении великого классика «Меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад». Вот такая история про иллюзии. То есть я думаю, что встреча будет, и будет какой-то контакт, но какой-то ни к чему не приводящий, да, то есть вообще. Видимо, здесь для того, чтобы увлечь этого мужчину, нужно согласиться только на те условия, которые предлагает он. То есть согласиться на то, что он оставляет свою семью, там, предположим, а с вами у него просто там романтические отношения. Вот. То есть готовы быть любовницей ради Бога, вот нам карты говорят. Готовы быть любовницей ради Бога. А семья нет, уже здесь что-то есть. Но на дне колоды королева жезлов, то есть вы точно в глазах этого человека оставили след, и в душе этого человека оставили след. Но вот он как-то, помимо этого следа, очень быстро все это вычеркнул и пошел дальше. Пошел дальше жить свою жизнь и с другими женщинами, в том числе общаться тоже. Вот какой-то здесь очень странный человек. Так что, девы, я уверена, что у вас будет более перспективная персона для любви, общения, знакомства, счастья. Так что, пожалуйста, берегите себя. Не вешайте нос, как говорится, не страдайте по поводу этого человека, потому что будет лучше, будет лучше. Да что ж такое? Так, поправим нашу скатерку и приступим снова, так сказать. Третий вариант. Кто выбрал третий вариант? Всем привет. Давайте смотреть вашего мужчину. Ой, принц жезлов. Ну, молодой какой красивый. Шельмец, прямо-таки хочется сказать. Какой-то очень яркий, эмоциональный, драйв такой, страстный очень человек. Очень страстный, где-то даже, может быть, очень эгоистичный. Прям, не знаю, жить без себя не может. И без всего очень много хочет, но мало получает.
Как в той, знаете, сказке «Бодливой корове Бог рога не дал». Вот здесь то же самое. Амбиций много, рисуется много, а толку нет. Толку нет. Ну, давайте смотреть, что же у нас случилось, почему человек пропал. Вообще какие-то странные люди у нас сегодня в раскладе, не знаю, что такое. Давно такого не было. Почему пропал человек? Да почему пропал? Ну, не пропал. Я вроде как думаю, я о любви думаю, и мечтаю даже там где-то о любви и так далее. Но вот мне кажется, человек после вашей встречи испытывает некоторое чувство растерянности. Во-первых, встреча с вами что-то в глубинах души этого человека затронула достаточно серьезно, потому как вот как-то вы вроде встретились, да, с ним. Все женщины, видимо, на него реагируют «вау», а вы как-то, ну вот, привет-привет и пока-пока. И эта реакция для этого человека была совершенно нетипичной. Я бы даже сказала, он вдруг для себя понял, что такой женщины, как вы, у вас никогда не было, и вот как бы мне теперь к ней подойти, как бы подойти бы к ней мне. Но с учетом первых карт, которые выпали у нас из колоды, это был дьявол, да, выпал у нас дьявол, и здесь принц лежит. Я рискну предположить, что этот мужчина склонен к манипуляциям, к созданию у женщин эмоциональной зависимости, которая формируется, знаете, от таких шизофренических посланий, стой там, иди сюда. То есть он сначала притягивает женщину, а потом отталкивает, притягивает, а потом отталкивает. А с вами такого не получилось, потому что вроде и притянуть вас не получается, а толкнуть не получается, тем более вы и так на дистанции. И здесь человек призадумался, а это какой-то новый интересный опыт. Ну, то есть вот как будто взял паузу внутреннюю для того, чтобы немножко об этом поразмышлять. И вот что же этот человек думает ввиду этой паузы? А что думает? Вдруг человеку стало страшно, что, наверное... Ну, я так предполагаю по пятерке мечей, что этот мужчина точно знает, когда и кому он делал больно, и за что ему, собственно, может прилететь этот бумеранг вселенский, так сказать, отомстить за всю боль. Здесь человек размышляет о том, почему мне страшно, почему я боюсь, то есть вообще, то есть может ли случиться такая ситуация, что вот сейчас мы начнем с ней сближаться, у нас возникнут какие-то отношения, а она меня оставит. Здесь, с одной стороны, какая-то осторожность внутренняя сработала, страх, а с другой стороны, история такого нарциссического немножко эго, тема про то, что вот я привык, что меня все любят, меня все хотят, а тут она вроде меня как отринула. И это даже как-то неприятно. А как это? Я такой вот великий, а мне не уделили должного внимания, как я хотел. То есть не получил человек такого отклика эмоционального от вас, на который обычно привык рассчитывать. И вот это будет заблуждение. Хорошо, что он планирует делать дальше в отношении вас, этот мужчина? Так, ну, в отношении вас мужчина планирует что делать? Я бы сказала, что мужчина будет всячески пресекать любые ваши попытки вторгнуться в его пространство и вот в каком-то смысле даже втянуть вас в любовь. То есть, если вы будете человеку писать, он будет вас игнорить. Если вы будете предлагать человеку встретиться, он будет вас игнорить. Потому что этот человек, ну, вот он такой, да? Странный, уходит. Он появится только тогда, когда посчитает нужным появиться сам, когда ему захочется веселья, когда ему захочется ненавязчивой дружеской беседы. Вот такой контекст. Потому что вы, очевидно, у него вызываете приступ такого вот немножко страха и ужаса, что вы сильнее, чем он, и от вас может исходить какая-то опасность, потому что вы не боитесь его, и вы самодостаточны, и очень быстро уйдете, вы не привязываетесь. Как бы мужчина это прочувствовал во встрече с вами, и это его здоровски напугало, потому что уходит, судя по всему, он из отношений всегда сам, причем в одностороннем порядке, не ставя вас в известность. Вот, хорошо. Состоится ли контакт еще у вас какой-то или встреча? Ну, пока он размышляет. Он знает, что вы ждете, он знает, что вы встретитесь и откликнетесь. Но вот он стоит пока внутри себя, ну, то есть думает, что же сделать. То есть как поступить? Звонить, не звонить, писать, не писать, встречаться, не встречаться, строить с вами отношения или просто с вами дружить. То есть нужна какая-то вот внешняя такая история, какой-то знак, что ли, от мира. Я думаю, что вы получите от этого человека еще все-таки предложение пообщаться и встретиться, какое-то даже тут сообщение, такое очень нестандартное, интересное.
может быть от этого мужчины, вот, который вас воодушевит немножко, даст вам возможность почувствовать свою власть над этим человеком. Но будьте внимательны и осторожны, да? То есть вы должны гнуть свою линию все равно и этому человеку не покоряться, не покоряться. Потому что в глобальном смысле вот эти карты для вас, мне кажется, говорят о том, что у вас будет все равно другой человек, другой человек. На дне колоды у нас император. То есть этот мужчина, конечно, очень интересный. Ну, не ваша история, потому что вот такие, наверное, у вас уже были. Вы уже знаете, как с ними варить кашу, да? Тут будет другой мужчина, я считаю, женщины, причем не просто мужчина, а сразу муж. Вот в третьем варианте такая история. Поэтому, девы, я вас поздравляю. Желаю вам счастливой семейной жизни, любви, счастья, удачи. Возвращайтесь к нам снова, приходите на консультацию. С вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Всем спасибо и пока-пока.